Enchantress. Всем привет, ребят! Ну что ж, вот и тот самый гайд на YouTube, который, я надеюсь, вы так все долго ждали. Я вам расскажу о плюсах, минусах героя, в чем, в общем, как лучше ее использовать, все эти сильные стороны и так далее. Посмотрим реплей моих игр. В них я тоже, собственно, расскажу, что делать, что и почему, там, как ставить линию, как лучше раскачиваться, что делать против определенных героев. В целом обсудим, против каких героев она хороша, против каких героев не очень, а против каких она вообще плоха. Enchantress. Сразу смотрим. В целом стартовый закуп. Здесь у меня получается, собственно, куплен стик, потому что я буду ставить против линии Акс Винга. Это я уже примерно понимаю. Это героя, который часто именно нажимает какие-то кнопки, и, соответственно, стик будет заряжаться. Вот. Конечно, дальше там 6 танка, граната практически всегда обязательно, потому что у вас часто будет возможность найти убийство. Ну и ферик это получается просто, чтобы было больше хп, не знаю, больше урона. И центры. Центры тоже почти всегда обязательно брать, потому что вам зачастую понадобится разблочить один из компов, либо большой, либо маленький. Вот, центры практически всегда лучше брать. Очень часто я люблю ставить вард на эту область. Он в целом очень полезный. Проще становится взять именно вот эту руну. Вот, собственно, этот вард ей дал эту информацию, каких-то героев увидели, и сразу я понимаю, что на эту руну мы уже не идем. И мы пойдем спокойно сыграем вот эту руну и заберем баунти. Это в целом очень такая важная часть игры на любом саппорте. Самое важное, что вам нужно стараться делать на линии, это брать как можно больше опыта. Чуть ли не весь опыт воровать у кэрри, вообще не важно какой кэрри, потому что ваш пик силы это 3-й левел, потому что энчант становится, вы прокачиваете энчант в 2, и это вам позволяет брать более сильных крипов. А вокруг них-то и строится весь наш early геймплей. Собственно, здесь я как раз, скорее всего, и увидел, что Винга без центра, я понял сразу, что мне заблочили маленький кэмп, я его решил сразу разблочить, потому что пригодится. Вот, взяли 3-й левел, повезло, мне тут повезло, что у меня появился именно кентавр, которого я могу сразу взять, и сразу, собственно, идти с этим крипом, протектить фарм кэрри. По сути, это ваша самая важная задача. Тут Винга побоялась, что появится сейчас новый кэмп, она еще и без ТП. Тут я мигаю, что давай, сейчас мы ее накажем, у меня замедление. Но я бы ее тут и, собственно, и сам, скорее всего, даже убил. Ну, еще и кэрри подключился. Тут я мог оставить килл, чуть-чуть не доконтролил, но не так критично. С этой минуты ваша примерно линия уже немного заканчивается. Ваш геймплей сводится к тому, что вы стараетесь зайти чуть ли не во вражескую тройку, тут взять крипа и всегда быть готовым выйти либо в мид, либо, собственно, в легкую свою. Сейчас я, наверное, и буду пытаться это сделать. Тут Винга прилетел, забузил, я использую кентавра своего, чтобы максимально как-то прохарасить, какой-то дискомфорт сделать. Меня так просто не взять, у меня как раз есть хил. Как раз мне хил именно позволяет где-то рисковать, где-то лишнего не бояться, что меня просто так убьют. Вот, собственно, ваша раскачка такая, что вы ульт, скорее всего, скипаете, потому что он вам не особо нужен. Вам нужно как можно быстрее замаксить импетус. Так как вы много поинтов потратили во второй, вы, собственно, стараетесь докачать импетус. Ульт там очень редко по ситуации можно вкачать, но мне сложно выделить какую-то определенную ситуацию, это уже по ощущениям. В общем, обычный самый билд это ПТ, Dragonlance, потом пика, потом что-то типа либо БКБ, либо можно вообще муншард, либо хекс фармить, что-то вот из этого. Но здесь я решил взять барабаны. Барабаны тоже можно брать перед Dragonlance. Тут в зависимости уже, опять же, зависит от ощущения, типа как, что в игре происходит. Но у меня здесь еще типа 3 таких героя, которые бьют с руки, что Фантомка, что Инвокер, который нынче универсал, он тоже довольно сильно бьет с руки, что Легионка. Они все готовы тоже где-то раздать с руки, поэтому я решил взять барабаны. Они мне немножко добавляют силы. Они также мне добавляют типа МС, еще очень приятный, и активка тоже очень приятная для линчи, потому что вы все-таки бьете с импетусами, если у вас большая скорость атаки, то вы типа много можете надамажить. Вот здесь, собственно, такая небольшая демонстрация и барабанов, которые хорошо работают, и импетусов, которые тоже все так же очень много дамажат на такой стадии игры. По талантам хочу отметить, вот на 10-м левеле я, наверное, практически никогда сейчас не беру талант, потому что, на мой взгляд, 8% Magic Resist это просто очень мало, а 30 мувспида пока действует хилу, это довольно симпатичный талант, мне он нравится, я его иногда даже беру, но это, опять же, сложно выделить какую-то ситуацию, когда всегда это нужно делать, просто по ощущениям. Вот, и, собственно, здесь я талант не вкачал ульту, и дальше я тоже буду скорее всего, качать просто спылы, либо возьму, опять же, талант на МС.
типа, то есть, когда вы даже в драке нажали хил, вам дополнительный МС, вы можете дать больше тычек, догонять героев и так далее. То есть, это больше талант можно брать, когда вы чувствуете, что вы доминируете, наверное, вот. Ну, здесь я взял хил, что просто должны быть поплотнее. Давайте, на самом деле, перейдем к следующему реплею. Я думаю, там я отмечу другую раскачку и в целом расскажу, ну, добавлю еще каких-нибудь вещей о герое. Enchantress. Здесь у меня был немножко другой закуп. Тогда еще гранаты стоили больше голды, поэтому закуп в целом немножко менялся у меня, но тут я понимал, что у меня линия Doom Rubik. Это, конечно, линия тоже, которая довольно активно нажимает спылы, но я решил здесь просто купить 2 ветки и просто, чтобы было как-то в целом побольше сетов. Плюс мне еще нужно было купить смог, то есть тоже 50 голды. В пабе-то вы можете смог не покупать, это не обязательно, а в официальных играх часто нужно нажимать смог, чтобы реализовать какие-то свои идеи быстрее, чем оппонент. В пабе как бы пофиг на это. Поэтому здесь у меня немного изменился билд. Ну, начало не то чтобы что-то важное, тут там уже как пойдет. Вот, здесь опять же линия такая, что я Doom Rubik, я понимаю, что я скорее всего буду играть через хил, хотя вот именно эта линия, где можно было бы в теории начать через импетус, но об этом попозже расскажу. Вот, собственно, геймплей точно такой же, вы максимально стараетесь бить врага так, чтобы он не бил вас в ответ, ну, либо вы всегда даете тычку в ответ на тычку. Здесь я, собственно, тоже пытаюсь это делать. Я еще как раз здесь долго сомневался, какой спел качать, но в итоге решил взять хил. Опять же, потому что он просто сейчас довольно сильный спел на первом уровне для такого героя, как Enchantress. И я вот даже взял любого крипа, чтобы быть чуть посильнее на лотусе. То есть лотус это очень важно, вам нужно максимально какой-то придумать чуть ли не стратегию, либо какой-то геймплей уникальный, чтобы вы всегда могли хотя бы подраться за него. Ну, желательно, конечно, плюс. Ну или вообще законтролить. То есть лотус очень важная штука. На 3-й минуте. Старайтесь всегда сводить свой геймплей к тому, чтобы вы смогли за него подраться или законтролить. Вот. Тут отмечу такой же момент, что вот всегда, когда вы видите, что линия впушилась вот подобным образом, нужно всегда стараться идти пулить. Здесь, собственно, я и пойду этим заниматься. Хоть и отвод, пачка крипов так себе, но лучше так, чем никак. Также я со всех книг взял крипу, а маленький кэмп это вообще самый богатый кэмп по опыту. То есть старайтесь с него его фармить как можно быстрее, дополнительный опыт. Я, увидел, что моя команда подпушила линию, у нее выезжает катапульта. Там в целом не сказать, что очень сильная такая добла героев, которая может легко защищаться от моих героев. И я понимаю, что я могу посмотреть, какой есть тут крип. Появился кентавр, что идеально для меня. И я сразу захожу прямо вместе с ним в портал, залетаю сюда. Здесь, конечно, не совсем все идеально получится, но я вижу, что катапульта пушит вышку, и я просто решаю, принять такое решение, просто надавить на врагов, помешать им каких-то крипов добивать и танчу крипом эту вышку. Собственно, мы делаем максимальное такое давление, здесь я немножко подвинул лишнего, беру просто любого крипа, чтобы продолжать танчить вышку, и максимальное давление, в общем, оказываем. Вот, здесь я, собственно, взял снова крипа и вижу какая-то суматоха тут. Хотел снова подойти, но понимаю, что 8 минута, важно законтролить руну. То есть, опять же, на саппорте как можно старайтесь больше думать о том, можете ли вы сместиться под руну или можете ли вы вообще там помочь. Здесь не совсем повезло, но в любом случае 50 на 50 было, могла и мне выпасть. Это в любом случае было правильно. И вот, сейчас начнется мой геймплей. То есть вот, смотрите, Лишак не очень хочет стоять в миде против Эмбера, потому что этот герой не то чтобы имеет много сустейна, Эмбер просто нажимает постоянно в него фист, он теряет довольно много здоровья, ему не очень легко выходить в мид, отпушить пачку, потому что под Эмбера его могут напасть и убить. А вот такой герой, как Энчан, особенно я тут решил играть именно через замакшенный хил, потому что моя задача будет стоять в миде и как бы сдерживать вот этого Эмбера, который очень сильный, он хочет, чтобы под него приходили в мид, чтобы он там с этими героями очень жестко прежерил. Вот он идет, что-то там подпушивать, готов уже вышку бить, а тут уже я, а меня-то и невозможно прогнать с мида. Представьте, тут был бы какой-то Лишак, и вот Лишак бы стоял, он вынужден был бы отпушивать эту пачку, а у врагов уже есть релокейт, то есть он может зачинить плюс рело нажать,
Слаг прилетит с виспом, там еще какой-то Рубик окажется рядом, и вот уже шаг в опасности, он, то есть, боится умереть именно в миде. А мой герой вообще не боится. Я как раз даже готов, чтобы меня убивали, потому что меня убить очень сложно. Я думаю, вы примерно представляете, что будет, если я нажимаю хил, стики, там, танго, фейрик, сколько же врагам нужно урона, чтобы меня убить. И вот, собственно, их попытка наказать Инчу, хотя я только этого и жду. Вот, смотрим, получится ли у них вообще хотя бы близко убить меня. Как видите, вообще не близко. И тут еще и команда у меня спокойно может под меня прилететь и наказать врагов, которые пытаются давить. Либо они могли бы использовать это время для фарма. Но тут как бы пошли шаг на базе, и он такой: о, там суматоха, уже спылы потратили. И он летит спокойно, вообще не боясь ничего, сейчас готов всех убить. Конечно, мы не особо получилось кого-то убить, вот только Рубика, но это уже здорово. То есть враги просто не могут использовать свои сильные стороны. Вот Эмбер просто не может стоять в миде и давить мид, потому что там стоит инчат через хил. Так, кстати, вот очень важный момент, хотел показать, который тоже видел. Такие ситуации часто будут и у вас в играх, ну и вообще в игре они происходят. Вот, допустим, вы уже выиграли замес, так сказать, довели все дело до ума, там, сделали смог, напали, убили, все. Понимаете, что дальше уже драки не будет. Вот видите, что тут линия запушилась, вроде бы у вас как бы есть там лишак, который может полететь, да, это все сделать, дело там прокачать, отпушить, но вы очень хороший герой в этом плане, потому что это линия, которую вы не особо играете, и, собственно, я могу на нее нажать телепорт, профармить вот эту пачку, и вот смотрите, но в обычных ситуациях эта линия очень опасная, то есть именно легкая, и там вот дальше, чем вот это вот место, заходить просто опасно. И вы такой герой, инча, который может спокойно, во-первых, выйти эту пачку пофармить, вас сложно опять же убить, если враги нападут, ваши союзники могут прилететь, и типа вместо того, чтобы идти каким-то героем дальше и рисковать, вы просто берете рейндж крипа, именно его стараетесь брать, и все, а самим собой просто сразу бежите к команде. Это тоже был один из моих недавних, причем, пабликов в нынешнем прям патче, да, что можно прям все наглядно посмотреть. Здесь, собственно, вот у меня теперь такой билд. Это, кстати, мне кажется, сейчас один из основных таких билдов, что ли, на пятерку, если вы именно покупаете стик. Сейчас гранаты стоят меньше, и это вам позволяет, типа, купить еще дополнительную ветку. То есть вот такой закуп я прям рекомендую, если вы хотите именно купить стик. На мой взгляд, вот прям чуть ли не один из лучших. Enchantress — это герой, который боится бёрста на линии, то есть у него не очень большое количество хп, 500 со старта, это довольно маленький хп-бар. Поэтому вот линия такая, как Ruby Dawnbreaker, может вас очень легко убить и на втором именно левеле. Поэтому вам нужно очень стараться аккуратно играть до 3-го левела. Вообще ваша задача на Enchantress не умереть до 3-го левела. Потом уже можно где-то разочек фидануть, но опять же, конечно, главное, чтобы вы где-то были с крипом и сделали какое-то давление. Вот. Ваша задача вообще не умирать лишнего. И, как я уже говорил, максимально набираться опыта и на ИЧ, и в игре. Собственно, что, вот тут я продолжаю просто тыкаться, вот меня тут пытались убить, я опять же взял хил, мне импетус. Импетус вы можете вкачнуть, если вы стоите, скорее всего, знаете, там против 2 милишников, например. То есть какая-то линия, которая не может вас пассивно харасить, или резко напасть. Там, вот не как это. Вот Рубик Dawnbreaker, тут Рубик постоянно вас будет харасить, а на втором левеле их, то есть вас могут поднять, подкинуть там и чуть ли не убить, потому что вы еще и не факт, что будете с full хп находиться в этот момент. Важный момент, так как если вы будете игроком пятой позиции, играть на легкой линии, то очень старайтесь использовать пассивку от вышки. То есть вот Рубик тут не особо, как по мне, правильно делает. Вот смотрите, вот увидите, он меня бьет, и я ему тоже бью в ответ. То есть, грубо говоря, мы одинаковое количество тычек даем. Но фишка в том, что у меня пассивка Тавра работает на плюс 3 армор, еще и хп реген. И он мог со мной делать то же самое и в чистом поле, где у меня бы, возможно, не было этой пассивки. А так он, знаете, теряет лишнее хп. Да, он меня вроде пробивает, но я и готов с ним подраться. Вот тут он уже понял, что, что-то не то.
То есть, если вы под вышкой, старайтесь просто, на месте четверки в такой ситуации, наверное, больше мешать добивать крипов кэрри и не получать лишних тычек от вражеского саппорта. Я все так же хочу пройти во вражескую тройку, чтобы оттуда брать крипов. Но я это делаю, не просто типа иду, а вот именно определенный тайминг. То есть вот 4:30, это не важно, когда вы пойдете, самое важное, чтобы я оказался здесь именно под тайминг респауна новых крипов. Я даже их сам стакнул, потому что здесь я, как вижу, появились не те крипы. И я делаю стак, и появляется вот уже тот крип, который я могу взять. Собственно, я чуть-чуть его поднагрел, все, беру, сразу бегу на линию, потому что под Свена, опять же, как я говорил, очень удобно прийти гангать. Он дает стан, у вас там какой-нибудь Урса там, или, собственно, Сау, что угодно. И у вас большая возможность типа именно убить. Я прихожу именно на эту линию, тут еще и так выходит, что враги сами нападают. Не совсем это у них уверенно получается, но они вот пытаются прям коммититься, а тут уже я идеально подхожу. Они вообще типа не близко убивают Свена, а я уже в ответ убиваю Рубика. Тут я решил стан не тратить, потому что я так убиваю, и вот тут еще и Спирит начинает катиться. Идеально получается, вот мы в итоге нападаем, и, в общем, получается все идеально. Здесь очень важно отметить, что 6-я минута – это время появления активных рун. Это тоже очень важно, чтобы вы, конечно, на ИЧ и вообще-то на многих других саппортов могли сделать так, чтобы вы там оказались не первее, с ресурсами, там все такое, там, не знаю, вард поставили свой, или там сняли вражеский и оказались на 6-й минуте. Здесь я, конечно, был мертвый, но я вижу, что руна появилась не тут, и я делаю ТП, знаете, типа не на легкую линию, там, помогать Свену, да, а просто иду и, типа, понимаю, что я окажусь на этой руне быстрее и ворую просто эту хосту. Вот, думал еще оставить Эрспириту, но понимаю, что вот что-то не особо пускают, сам в итоге я беру. Очень важно вам стараться проверять вот эту зону, конечно. Так как вы тут играете, вам нужно стараться чекать вот эту гору, там вот тут какие-то варды, потому что чтобы вас не видели, и вы всегда могли использовать, как бы сказать, свою внезапность. Вот, я понял, что я сломал вард, данбрейкер не поставится, и в итоге тут прогнал Рубика, не дал ему что-то там, не дал ему спокойно зайти в эту зону, я ее как бы контролирую. Вот, данбрейкер тут решил крипов зафармить. Вот. И я спокойно продолжаю тут брать крипов, в итоге сам стаки, которые тут делались, что-то там подфармил, но вижу, что у меня Спирит, мы в итоге делаем ганг. Все очень успешно, удачно, прям вот это вот идеальный геймплей НЧ, когда вы знаете, там что-то взяли крипа, вы с ним там с каким-то героем скооперировали, стакнулись и пошли, типа шорох какой-то наводить. Вот это вы используете, грубо говоря, свои пики силы. И мы тут сразу еще и под катапульту вышку максимально подпрежерили, заставили стянуться сюда вражеских героев. Если бы они не стянулись, то вышка бы, конечно, упала. Вы уже как бы очень сильные, вы в любой драке готовы подключиться к любой драке и выдать кучу дэмэджа. Вот. На этом, в принципе, реплей, думаю, уже все. В общем, что, ребят, можно тогда чуть-чуть подытожить. Хотел бы отметить вообще в целом, против каких героев Инча хороша. Феникс, Гримстрок, Раста, Лич, там, Скай, Венга, Висп. Вот против всех этих героев хороша. Стоит отметить, вот против Грима она еще имеет огромный плюс, что у нее второй спелл, как мы знаем, пуржит. Пуржит многие бафы на враге. То есть Гримстрок вешает третий спелл, вы можете его сразу снять. Неприятный, очень сильный БХ против Enchantress, потому что на линии вам просто очень сложно его захарать. У него просто оверстаты, у него очень много армора, урона много. Он еще бегает в инвизе, у него джинада, он милишник, импетусами его особо не побьешь. И по игре он может чуть ли не просто за вами АФК бегать, в инвизе просто бегать, вас бить. На крипа ему просто пофиг, потому что практически не важно, какой скрип вам, чтобы его убить, вам нужно, чтобы у вас было готово замедление, какой-нибудь кентавр, граната, еще и даст, мне кажется. Вот. Только тогда у вас есть шанс его убить, если вы его типа 1 на 1 встретите. И то, я думаю, он просто не умрет. У него слишком много армора, МСа, и поэтому он просто весь ваш геймплей очень сильно может заруинить. Бегать за вами, бить вас, не давать крипов брать и прочее. Но по игре в целом вам на него пофиг. Вот. Какую-то Марси, думаю, можно отметить. Правда, вот раньше была очень сильная Марси как саппорт, потому что она милишник, которого сложно просто так побить, у нее сильные статы, и она приходит часто, знаете, там с разором, вайпером каким-нибудь, там придет, и вас просто перекинут в один момент, замедлят, у вас, опять же говорю, мало хп, то есть, как я уже в целом просто отметил, Инча боится вот именно burst damage, знаете, вот там вот Лина меня там с лагуны убивала быстро, там, не знаю, линия, говорю, вот, там, какой-нибудь Леон, Даунбрейкер тоже вас могут просто за стан убить. То есть в целом Даунбрейкер сильная тройка в этом плане против вас. Вот. Спасибо, ребят, за ваши просмотры, за то, что будете смотреть этот гайд. Надеюсь, он вам понравился, надеюсь, он будет полезен.
заработайте на нем ПТС-ки. Слава богу, ничего еще не занерфили, пользуйтесь, ребят. Я считаю, это вообще один из сильнейших сейчас саппортов патча. Она прям очень универсальная, она может играться с любыми героями, против очень много большого количества сама героев тоже там и патить будет. В общем, вот, главное это хорошо использовать и, если что, пересматривать этот гайд.